то вот стоматолог — это не врач. Я предлагаю с чего-то такого полегче, попроще начать. Пожалуйста, можно, пожалуйста, Рамштайн. Ты заглядываешь ему в рот, какое-то ощущение? Удивить бывает крайне редко. Правильная техника, правильные настройки, правильные насадки. И все будет замечательно. А у вас уже пульпит, и пациент в кресле такой с открытым ртом, блин. Алкоголь как бы не сильно отличается вот этим карисогенным эффектом. Все, врач сказал, можно пить, значит, можно пить. Я не могу сказать, что у меня пациенты какие-то необычные. С прищепкой на носу, а очки были скотчем примотаны к голове. Стоматология — это просто что-то космическое на самом деле. А пескастру это прям полный рот песка набираем потом? Зубная щетка, только на Новый год и на день рождения, походу. То есть Как это понять? Да не написано. А, точно. Да. И я прямо на приеме, прямо в кресле начинаю его же рукой чистить ему зубы. Отбеливающие пасты, они не отбеливают зубов либо в карман, либо в мешочек на шею, чтобы соседка ночью не брала денег свою дорогу. Умер со всеми зубами. Замечательно. Из Америки к нашим врачам, чтобы поставить себе виниры. Бабаевски горькие, это просто... Мы балдеем от этой прикормки. А зубная фея вас не забирает их? Нет, денег не хватит. Что делать, если мне выбили зуб? Смотря как выбили, у меня 2 красных диплома. Я Олег на лавочке. Приветствую вас на своем подкасте. Мы снимаем этот выпуск в кофейне «Натура». И сегодня у меня в гостях врач-стоматолог Алина. Мы поговорим о зубах, раскроем некоторые мифы и узнаем много нового. Погнали. Олег на лавочке. Алина, привет. Привет, Олег. Мы с тобой уже очень давно знакомы, и я был на приеме у тебя несколько раз. И на самом деле у тебя очень комфортная обстановка. Прям приходишь и реально не боишься никого. Вот. Расскажи, пожалуйста, как ты стала стоматологом, с чего ты начинала? Потому что ты достаточно молодой специалист. И, как мне кажется, было бы интересно послушать, с чего ты начала твой путь. Я не могу как-то однозначно ответить на этот вопрос, потому что как-то так получалось, что судьба меня вела именно в эту профессию. Когда я хотела что-то поменять, в момент поступления все равно судьба поворачивала меня именно на этот путь. То есть я сначала закончила колледж на гигиениста стоматологического. После этого решила, что нужно идти дальше, и поступила в Ивановскую медицинскую академию уже на стоматологию. Сколько лет образования ты училась? 5 лет академия, 2 года колледж, и сейчас 2 года ординатура. Обучаюсь, продолжаю обучение. Какие у тебя планы на будущее в учебе? Наверное, я хочу поступить в аспирантуру, получить кандидата медицинских наук. Все-таки хотелось бы. А доктора наук не хочешь? Еще. Ну, это слишком далеко, хотя бы, перспективы должны быть. Я думаю, что вот у меня сейчас цель закончить ординатуру и пойти в аспирантуру, а дальше уже посмотрим. Насколько разные люди бывают? Пациенты в целом все разные, у каждого какие-то свои особенности, какие-то свои страхи, но в целом думаю, что я ко многим могу найти подход. Многим людям нужна какая-то особая обстановка, чтобы не бояться доктора. То есть даже просто поговорить. Некоторые пациенты, в особенности там, старше 60 лет, приходят просто, чтобы им посочувствовали, просто поговорить. Это для них уже будешь хороший доктор, потому что ты отнесся к ним по-человечески, с каким-то сочувствием. Вот к тебе приходят и юноши, получается, и бабушки, и дедушки. Вот ты заглядываешь им в рот. Какое-то ощущение? У них же всех пахнет изо рта по-разному. И вот... Отношусь к каждому пациенту со всей любовью, со всей душой, потому что это моя ежедневная работа, то есть я не брезгую ни в коем случае людьми, и некоторые переживают, что вот, сейчас доктор скажет, какие у меня гнилые зубы, мне так стыдно. То есть стыдиться в целом этого не нужно, потому что это моя ежедневная работа, я делаю это каждый день. То есть удивить меня чем-то, каждый пациент, который приходит, он уверен в том, что я сейчас доктора удивлю, он будет в шоке, и каждый говорит: доктор, вы будете в шоке, что у меня во рту. Поверьте, в шоке я не буду. Удивить меня крайне сложно. Ты уже постоянно видишь одни и те же ситуации, да, каждый раз? Подобные, похожие. Плюс-минус у всех проблемы одинаковые. Что-то такое вот, что меня удивит, бывает крайне редко. То есть в целом у всех все одинаково. Плюс-минус. А что конкретно ты лечишь? Какой проблемой к тебе приходят люди? Это кариесы, пульпиты, периодонтиты, когда воспаление уже пошло дальше зуба, профессиональная гигиена, заболевания ткани пародонта, заболевания десен и заболевания слизистой оболочки полости рта. То есть это стоматиты, грубо говоря. Что-то выскочило во рту, что-то выскочило на языке, это тоже ко мне. Ты сказала про кариес. Откуда берется кариес вообще? Это такая глобальная проблема. Многие говорят, сладкое
уже называется... Заболевание, как его называют, полиэтиологическое, то есть у него несколько факторов, которые просто смешиваются в едино, и возникает кариес. То есть, грубо говоря, определенная микрофлора, для нее создаются определенные условия в виде углеводистых остатков пищи, выделяются кислоты, смещается pH и разрушается эмаль. Есть люди, у которых вообще нет кариеса никогда в жизни. Есть такие люди, их называют кариес-резистентные. То есть люди, у которых есть резистентность. Кариес-резистентность – это просто определенная микрофлора и устойчивость эмали к изменению кислотно-щелочного баланса. Процесс очень сложный, очень многогранный. Даже есть наука кариесологии, которая изучает данные процессы. Поэтому вот так вот вкратце объяснить нельзя. Просто есть устойчивость к кариесу у людей. Что нужно кушать, чтобы не было кариеса вообще? Здесь больше, наверное, не о еде, а больше об уходе, о индивидуальной гигиене. То есть я могу есть все, что угодно, но если я хорошо вычищаю зубы, то у меня не будет никогда кариеса. Грубо говоря, да. Все зависит от твоей кариес-резистентности, от твоей микрофлоры. От гормонального фона, от чего угодно может зависеть. От воды, которую ты пьешь, от техники чистки зубов, от фтора в питьевой воде. То есть это все очень подвязано, говорю, целая наука кариесологии. А как правильно чистить зубы? Ты сказала то, что нужно как-то по-особенному это делать? Но на самом деле это целый навык, которому действительно нужно обучаться. И основная проблема не только кариеса, но и заболеваний тканей пародонта, то есть это заболевание десен, это именно неправильная гигиена. То есть люди просто думают, ну вот щеткой повозил минуточку, и все у меня будет нормально. И утверждают, что я там чищу доктора, я там вообще рот открывает, и там действительно, и камни, и налет, и что угодно. И с пациентами я стараюсь все-таки заниматься. Кто-то приносит свои щетки, свои какие-то ёршики, дополнительные предметы. Мы с ними занимаемся, и действительно мы видим хороший результат. То есть самое главное все-таки это техника, которую... Это просто нужно набить руку. То есть правильная техника чистки на самом деле очень много решает вопросов. Расскажи правильную технику. Выметающие движения, или сколько там, 2 минуты нужно чистить? Как Она, правильно? знаешь, оно эффективнее будет все-таки на приеме. То есть это нужно показать, это нужно прочувствовать. То есть заметающие движения, да. А вот ирригаторы использовать тоже можно. Ирригатор вообще обожаю. Это лучшее, наверное, приспособление для домашней гигиены, уже дополнительное. Я пробовал, у меня десна режет. Вот эта вода, струя воды, которая вбивается мне прямо в десну, это неприятно. Правильная техника, правильные настройки, правильные насадки. И все будет замечательно. Были пациенты, которые говорят, что вот, доктор, вот там. Я вот купил, потратил деньги, не могу чистить, все в крови, все в воде, это невыносимо. Я говорю, в таком случае, если он у вас портативный, если он у вас на аккумуляторе, приносите его на прием, я с вами позанимаюсь. Приносили на прием, мы показывали технику, мы ее отрабатывали, и все проблемы с десна болит и тому подобное, они решались. То есть пациенты приходили через пару месяцев и говорили, да, я пользуюсь ежедневно, все замечательно, воспаление с десен ушло, и все прекрасно. То есть этому просто нужно научиться, и если пациентам действительно это сложно, они могут прийти, мы с ними позанимаемся. То есть это абсолютно нормально, если пациент что-то не умеет. То есть плохо, когда пациент не хочет. То есть я это не буду делать, это не буду делать. То есть мне это не надо. А когда пациент настроен, то я только навстречу пойду. Мне в этом несложно помочь. Главное желание, да? Главное желание пациента. В особенности, если речь идет о заболевании десен, то 90% это правильный домашний уход, правильная гигиена, то есть то, как старается пациент. Если ему действительно хочется разобраться с этой проблемой, той или иной, в основном это как раз воспаление десен. Если он хочет с этим разобраться, самое главное – это домашний уход. Его старания, его стремления, его походы на профессиональную гигиену, его походы на профилактические осмотры. Здесь есть пациенты, которые много лет не могли решить проблему, приходят на прием, и я говорю, давайте с вами позанимаемся. Покупайте вот это, вот это, вот это. Приходите там, попробуйте, через месяцочек приходите. Приходят со всеми предметами, я говорю, слушайте, не дочищайте здесь, техника хромает вот здесь. Они берут все с собой, и мы прямо в кресле перед зеркалом начинаем чистить. И это действительно очень эффективно.
Потому что они приходят уже в следующий раз, и этих проблем действительно нету. И я вижу, что дома человек старается. То есть в основном, конечно, это работа пациента над собой. Даже над каким-то своим образом жизни, наверное. То есть, чтобы это вошло в привычку и как-то дисциплину выработать, чтобы утром чистить зубы, вечером чистить зубы, да, и правильно это сделать еще. Да, это дисциплина. Это в первую очередь забота о собственном здоровье, потому что пациенту нужно донести, что вы в первую очередь делаете это для себя, для своего здоровья. Потому что кто-то говорит, что вот, это всего лишь зубы, это всего лишь десна, это здоровье. Потому что инфекция на одном зубе не сидит, она все-таки распространяется. И, конечно, лучше максимально ее убирать, чтобы не было каких-то проблем. Да, лечить дорого зубы. Это правда. Лучше ухаживать. Действительно. А для кого-то, кстати, это ведущий фактор, что давайте мы сейчас проведем профессиональную гигиену, вы купите хорошую щетку, вы купите хорошую пасту. Это выйдет намного дешевле, чем лечить потом пульпит, который лечится в несколько посещений и выйдет действительно в копеечку, если это лечить в частной клинике, допустим. Что такое пульпит? Воспаление нерва, когда кариес проникает внутрь, доходит до нерва, нерв воспаляется, и зуб уже болит. Это уже пульпит. Кстати, у меня у знакомой ситуация такая. У нее зуб начал гнить изнутри. Ну, или гнить это вот как кариес называется. Угу. Кариес начал образовываться внутри зуба и проникать внутрь. Это вообще нормально? Внутри зуба кариес образовываться не может в целом, потому что он начинается всегда с какой-то поверхности. А сбоку может? Он может сбоку быть. То есть между зубами его не видно. Это вообще самая моя любимая тема. Скрытые полости, когда человек говорит, вот у меня целый зуб, у меня все хорошо, мы делаем снимок, либо рентген, либо КТ. Это вообще замечательная вещь, когда зубки все в 3D. Мы увидим, что эмаль целая, но когда мы зуб очищаем, от зуба не остается ровным счетом вообще ничего. Один корень. Потому что весь внутри сгнил. А дырочка была между зубами, она так активно проросла, и все, и зуб только восстанавливается с коронкой. И обидно, когда это зуб передний, который в зоне улыбки. Вот это, конечно, для многих пациентов шок, и кто-то в это не верит, говорит, что вот была маленькая дырочка, доктор расковырял. Поэтому очень люблю делать фотопротоколы. То есть зубик мы фотографируем перед лечением. Потом в процессе лечения, когда мы уже раскрываем эту дырочку, я пациенту показываю, вот в зубе чернота, вот какая ситуация на самом деле. И фотопротоколы на самом деле очень показательны для пациентов. То есть они видят, что действительно у них во рту. А что реально часто такая история происходит, что пациент начинает жаловаться на врача, что это вина врача в том, что у него произошла такая ситуация какая-то. Они как бы происходят, но в целом я, наверное, с таким не сталкиваюсь, потому что я в первую очередь на берегу. Перед тем, как начать лечение, всегда говорю, вот у вас такая ситуация, я сейчас вскрою вот эту кариозную полость, дырочка там большая. Я покажу на фотографии примерные границы, я покажу на снимке на рентгеновском, я покажу на снимке на КТ. Говорю, ну вот у нас такие-то перспективы. То есть это, скорее всего, уже пульпит, то есть мы доходим до нерва, и в процессе перспективы зубик уже идет под коронку. То есть вот так. Всегда лучше с пациентом разговаривать на берегу, чтобы не было такое, а вот мы сейчас лечим кариес, ой, а у вас уже пульпит. И пациент в кресле такой с открытым губом, блин, думал, пломбу поставлю, а мне еще там 3 раза ходить. То есть, конечно, всегда обговаривать лучше на берегу. А коронка это что? Коронка – это такая ортопедическая конструкция, которая закрывает зубик снаружи. То есть, как, грубо говоря, защитный колпачок для зуба. Она единая целая, она достаточно прочная, потому что зуб, восстановленный пломбой, он все-таки как из таких залипушечек сляпан, грубо говоря, очень грубо говоря, и он недостаточно прочный. И какое-то неловкое движение, какой-то неловкий накус может привести к перелому зуба, и зуб идет под удаление. Поэтому, чтобы этого избежать, всегда неживые зубки в большинстве случаев все-таки мы рекомендуем покрывать короночками. Мне кажется, это похоже на пломбу, которая весь зуб покрывает, да? А материал другой. Это, если современные материалы, это либо цирконий, они безметалловые, красивые, прочные, либо металлокерамика. Металлический колпачок, сверху облицованный красивой керамикой. Все делается под свои зубки. То есть оно все красиво и эстетично. То есть пациент самостоятельно может даже не понять, что это коронка, и делают очень красивыми. Мы разговаривали про уход за зубами, и вот мне интересна ситуация, что влияет на цвет эмали, когда
Ну вот мы чистим зубы, получается, и бывает такое, то, что эмаль становится желтоватой. Вот что на это влияет? В первую очередь это красящие продукты, чай, кофе, соки, сладкие газировки. Особенно у подростков это заметно, которые очень любят фанту, очень любят сухарики, где вот эти цветные специи, и у них налет ярко-оранжевого цвета, и это прямо заметно. Ну а спрайт же прозрачный. Фанта. Я имела в виду фанту. Именно фанту, да. Фанту, рыжую. Угу. Вот. То есть в первую очередь это красящие продукты, которые оставляют цвет. Курение. И неважно, что это... Ну, сигареты, кальян, естественно, они оставляют больше налета. Электронные сигареты, вот эти все курилки, они тоже оставляют налет, он просто другой. Ну и ежедневная гигиена, ее никто не отменял, тоже очень сильно влияет на цвет зубов. Подожди, а насчет напитков, если я буду пить через трубочку, будет налет на передних зубах или нет? Снизится. Но все равно как бы во рту это все смешивается, но значительно снизится. То же самое, что, например, препараты железа, которые принимают многие пациенты, есть препараты, которые принимаются в растворах, и предупреждают заранее, лучше пить через трубочку, либо на зубах появится черный налет. Есть такое. То есть тоже какие-то препараты, которые принимает человек, состав слюны очень сильно влияет. Например, пациент, у которого идеальная гигиена, в целом он не курит, появляется там коричневый налет, и оказывается, что у него просто гормональный дисбаланс. То есть заболевания щитовидной железы, гастриты, рефлюкс, постоянные изжоги, они тоже очень сильно влияют. То есть они меняют состав слюны, и слюна начинает окрашивать зубы. Как гастрит влияет на это? Конечно. Офигеть. Когда приходит пациент, я могу сразу предположить, что у него гастрит. По запаху изо рта можно понять? Или... Не по запаху, по виду слизистой, по цвету эмали, по налету. В целом я предположить могу, что у пациента гастрит. Могу предположить, что гормональный дисбаланс. Или что он курит, например. Ну, курит это явно. Это видно. Да. Курит это видно по его налету, по его камням. А так в целом гастриты можно определить. Сахарный диабет очень много находила. То есть пациенты, которые говорят, нет, у меня диабета нет, я такая, пойдите-ка проверьтесь, приходят, действительно диабет. А какая клиническая картина у диабета? Для него характерны в целом длительно не заживающие раны. Кровоточивость десен? Кровоточивость десен, который мы ничем не можем купировать. То есть правильный уход, ирригатор и тому подобное, кровоточивость не уходит, и в целом картина воспаления такая характерная. И когда у нас воспаление не проходит, когда мы ему создаем все условия, оно не проходит, это говорит о том, что все-таки нужно искать причину общесоматическую, то есть в организме. И очень часто это находил диабет. Кстати, многие думают, что вот у них кровоточивость десен не присутствует, но с этим ничего можно не делать и так жить дальше. Вообще стоит это лечить? Но в целом кровоточивость десен – это симптом, который говорит, что все-таки что-то не так. Мы его можем увидеть. И здесь уже нужно определять, почему десна кровоточат. То есть это идет хронический воспалительный процесс в деснах, который в целом может перейти даже в пародонтит, когда идет уже подвижность зубов. Здоровые зубы можно потерять. Либо это как побочное действие каких-то препаратов, например. Препараты, грубо говоря, кроверазжижающие. То есть тоже многие пациенты говорят, что я просыпаюсь, и у меня полный рот крови. То есть о чем это говорит? Что все-таки нужно корректировать терапию. То есть или заболевание, нарушение свертываемости крови. Тоже может быть такое постоянно. Гемофилия? Да. Ну, это редкость вообще большая. Редкость, но люди такие есть. Они бывают. Еще хотел бы обсудить тему алкоголя. Насколько это вредно для зубов? Мы даже в институте проводили исследования, как напитки, в том числе кофе и алкоголь, влияют на кислотно-щелочной баланс в полости рта. В целом алкоголь как бы не сильно отличается вот этим кариесогенным эффектом. То есть что прием алкоголя сильно там спровоцирует кариес. А все-таки самое главное – это гигиена. Ну, все врач сказал, можно пить, значит, можно пить. Это я только со стоматологической точки зрения. Все-таки думаем о своем здоровье. Так, а если, вот ты сказала кофе, если я пью одну чашку кофе в день, это не сильно повлияет, да? Ну, сколько нужно пить, чтобы прям вот был вред? Опять же, всех по-разному. Разная крепость.
Кто-то может пить просто кофе, а кто-то пьет сироп с кофе. То есть в основном это сироп. Естественно, как бы влияние будет больше. И опять же, домашний уход, гигиена и регулярная профессиональная гигиена. Что делать, если мне выбили зуб? Смотря как выбили, потому что тоже ситуации бывают разные. Бывает перелом зуба, бывает полный его вывих, когда зубик мы вот так вот в ручке приносим. Вообще все зависит от возраста пациента и ситуации, как это произошло. Обычно это детская стоматология, то есть в детстве больше такие ситуации возникают. Зуб можно принести за щекой и назад его поставить, и он приживется. Чем моложе пациент, тем выше вероятность приживления зуба. Ну вот представим ситуацию, я стою на остановке, ко мне подходит какой-нибудь боксер, говорит то, что ты-то мою девушку обидел, и бьет мне прям в лицо, в передние зубы. И, разумеется, получается, передних зубов у меня больше не будет. Как быть? Ищешь эти зубы, споласкиваешь их либо в молоко, либо за щеку, и в стоматологию. И их зашинируют. Прям срочно надо это делать? Да, чем быстрее, тем лучше. А во всех стоматологиях есть срочный прием? Ну, в государственной поликлинике все-таки по закону острая боль в течение 2 часов, и шинирование выбитых зубов в систему ОМС все-таки не входит. То есть с таким вопросом лучше в частную клинику обратиться. А частные клиники, ночью, например, они же не работают? Ночью не работают. Что делать? Ждать утра. Угу. Уже получится не очень срочно. Уже не очень срочно, Да. конечно. И сколько это будет стоить? Много, да? По стоимости оно все рассчитывается индивидуально от клиники, от материалов, которые используются. Поэтому по стоимости я не скажу. Угу. Даже от и до не скажу. И что ставят? Вот если нету зуба, то ставят что, виниры? Или Виниры? импланты? Виниры — это немножечко не то. Виниры — это эстетическая ортопедическая конструкция. Она как накладочка на переднюю часть зуба для красоты. То есть она выполняет функцию эстетики. Имплант же — это, грубо говоря, искусственный корень, который ставится, когда зуба нету, он удален, ставится искусственный корень, он приживается, и сверху на него ставится коронка, то, что мы видим во рту. То есть он состоит из 2 частей. Ортопедическая часть — это короночка, и хирургическая часть — искусственный корень. Получается, коронка очень похожа на виниры. То есть наверх зуба. Да, короночка, она зуб на 360 градусов. То есть полностью закрывает. Винир же, он ставится наперед. Под винир не такая обточка идет. Все-таки она меньше, потому что виниры, они сами по себе очень тоненькие. То есть оно как бы чисто эстетику. Форму, длину зубов. То есть бывают зубы здоровые, но, допустим, не нравится форма. Или зубы здоровые, не нравится цвет, какие-то пятнистые или какие-то пломбы некрасивые. Можно винирами красиво все замаскировать, и будет замечательно. Но виниры — это как у цыган золотые вот эти, да? Нет, Зубы. виниры, они красивые. Они вообще не отличаются от своих зубов. А их подгоняют под цвет? Да, под цвет, под форму со стоматологом-ортопедом это все решается. Цвет, форма, размер, какой край, то есть это все прям детально обговаривается. Самый необычный твой пациент? Я не могу сказать, что у меня пациенты какие-то необычные. То есть бывают сложные клинические случаи, действительно. В основном, что вызывает сложности, это заболевание слизистых. Когда приходит пациент с стоматитом, и нужно определить. То есть это инфекция, это предрак, либо это уже рак, и человек идет в онко, либо это аутоиммунное заболевание, наследственное заболевание. Вот с этим действительно возникают сложности. Когда приходит пациент, то есть у меня стоматит, и чтобы разобраться, что это за стоматит, нам действительно нужно очень глубоко копать в плане. Это мазки, это анализы, это консультации смежных специалистов, и в большинстве случаев мы все-таки до причины-то докапываемся. То есть и этот стоматит, который никто не мог вылечить, оказывается симптомом какого-то там действительно серьезного заболевания. Бывают такие случаи. Кстати, ты сказала, что нужно очень много анализов брать, мазки. Вот я часто замечал, что не только стоматологи, но и другие врачи тоже, они назначают кучу анализов, особенно в платных клиниках, пытаясь докопаться до причины. И людям кажется, что они просто дерут с них деньги. Насколько это вообще, правда? В целом. То есть, действительно, это очень хороший вопрос, что многие пациенты думают, что вот я сдавал кровь,
что у меня там за 3 месяца кровь изменилась, она же та же. На самом деле, чтобы действительно докопаться до какой-то истины, нужно пациенту донести, что это делается ради него. То есть я делаю это не ради себя, направляю его на анализы. То есть не ради кого-то другого, я делаю это ради него. Анализы все-таки какие-то можно сдать в системе ОМС бесплатно. То есть это тоже никто не отменял. Просто тут вопрос времени. Надо просто объяснять человеку, для чего мы сдаем каждый из анализов, которые врач предлагает ему. Да, да. Чтобы человек понимал, для чего он это делает. Да, конечно. Даже КТ, рентген, для чего мне 2000 за КТ отдавать просто. Надо объяснить, да, вот так. Бывают абсолютно разные случаи по поводу дополнительных методов, которые мы назначаем. Работая в том числе и в системе ОМС, я некоторых пациентов направляю на КТ, чтобы... смотрю, не нравится мне картина. Давайте сходим на КТ. Не хочу. Давайте сходим на КТ. Сходил, не раз уже такие пациенты были, сходили на КТ, а там оказался хронический гайморит. Пломбировали корневой канал, зуб пробили насквозь, и весь пломбировочный материал ушел в гайморовую пазуху. То есть человеку уже ему светит стационар и операция. Были такие случаи и не раз. И по обычному снимку рентген, который есть в поликлинике, мы это не увидим. А на КТ явно клиническая картина хронического гайморита, который мог дать какое-то обострение в самый неожиданный момент, как обычно это бывает, и очень тяжело закончилось бы это все. Реально в нашем организме все взаимосвязано. И вот так кажется, что да и врач-стоматолог должен вообще во всем разбираться, знать кучу мелочей. На самом деле, да. То есть будет такое мнение, что стоматолог — это не врач. Чисто зубы, вот и все. Да, стоматолог — это зубы, стоматолог — это не врач. То есть что там эту пломбы поставить? Но на самом деле стоматология все-таки это та специальность, в которой лучше смотреть шире. То есть не просто ограничиться зубом и пломбой, а действительно, то есть это смотреть шире. Нужно смотреть шире. Но и то у врачей же куча специализаций, то, что бывает врач, чисто ортопед, ортодонт, хирург. Они же тоже каждая специализация, но при этом они должны знать организм целиком, да? В целом, да, потому что хирурги, которые в том числе делают имплантацию, они обязаны знать, то есть и уметь расшифровывать анализы, потому что перед имплантацией назначаются анализы. Они все должны уметь. То есть в этом плане. То есть какую-то базу медицинскую все-таки знать должны, потому что мы выпускаемся с дипломом, на котором написано «врач». В первую очередь. Не стоматолог-врач, а врач-стоматолог. Ты в первую очередь врач, а потом уже стоматолог. На что вы учитесь? Лечебное дело? Нет, мы учимся на врачей-стоматологов. То есть 3 основных факультета. То есть где-то больше, но в основном это 3. Стоматология, лечебное дело, где учат терапевтов, и педиатрия, где учат педиатров. То есть 3 основных факультета. Но академия, где училась я, для стоматологов делает огромный упор все-таки на базовые предметы, такие как внутренние болезни, патофизиология, фармакология, общая, не стоматологическая. Поэтому нас действительно научили много чему. В моей академии, где я училась, именно в плане общей медицины. Ты отличница? У меня 2 красных диплома. Ничего себе. Сложно было учиться? Я не скажу, что это было сложно в плане физически. Я скажу, что это было, наверное, сложно морально. Потому что каждый день это большая работа над собой. Огромная работа. Это бессонные ночи. Это преодоление каких-то своих страхов, неуверенности в себе, что у тебя не получится. То есть в этом плане, да. У нас очень большой процент отчисления идет, чуть ли не 50%, мне кажется, у нас отчисляют, но я считаю, что так и должно быть. Почему это происходит? Из-за сложности? Это из-за сложности. В основном то, что многих людей отчисляют не потому, что они глупые, а потому что они вовремя не могут разобраться со своими долгами и не могут вовремя собраться. В целом врач... какой будет врач, если, если студентом он не смог разобраться с такими вещами, как долги, и не может разрулить какие-то такие вещи. То есть если он не справляется с нагрузкой, которую дает ему институт, как он будет справляться с нагрузкой, которую дает ему практическая медицина? А вообще при приеме на работу стоматологов смотрят дипломы, то есть оценки в дипломе их? Меня посмотрели. Да? У меня посмотрели, да.
посмотрели. Ну и восхищались, но красный диплом сразу понял. Я надеюсь, что восхищаюсь, но их просто посмотрели такие, ну что, покажи свои тройки, двойки. Я такая, нет, я покажу свои 2 красных диплома. А если бы у тебя были тройки и двойки, тебя бы не приняли? Я не могу сказать, приняли бы или нет. Ну, отправили бы пересдавать, наверное, экзамены просто. Весь диплом, да. Да. Ну, там была 5 физкультуры, нормально. То есть ее можно не пересдавать просто. По физкультуре меня зачет, да. Физкультура была до 3 курса. Угу. А всего 5, да? На стоматологии 5, да. Совершенно много все равно. Ну да. А как считаешь вообще, вот быть врачом, ну, не факт, что стоматологом, это вот призвание какое-то, вот прям нужно родиться в семье стоматологом, чтобы быть потом стоматологом, или любой человек просто вот заимев желание в школе, просто сможет потом стать стоматологом? Я скажу так, что самое главное, наверное, это желание человека, потому что если человек родился в семье стоматологов и его заставляют идти, потому что так надо, я не думаю, что этого что-то хорошее выльется, потому что человек не хочет. А есть люди, у которых нет вообще врачей в семье, но они просто горят этим, они этим живут, и у них действительно все получается. У тебя были такие примеры? Я скажу, что я знаю таких людей, которые из семьи стоматологов, но вообще не хотят работать по профессии, даже уходили в целом из медицины. А есть такие люди, которые вообще... То есть семья не медицинская абсолютно, но они просто живут этим. Они этим живут, это идеально им подходит, и действительно призвание в этих людей. То есть все зависит от желания человека? Все зависит от желания, и даже если человек, я скажу так, не особо талантлив, но он очень хочет, он просто приложит к этому больше усилий, и у него действительно получится. То есть все самое главное — это упорство, потому что, как я говорила, что учеба в медицинском — это ежедневная просто борьба, это работа над собой. Ну и вы выходите, получается, специалистами, готовыми уже работать, и вас с удовольствием забирают в любую клинику, да? Ну, в целом, да. То есть кто-то либо идет сразу в ординатуру, кто-то поработает, потом пойдет в ординатуру, то есть получить какую-то узкую специальность. Но в целом как-то так. Какой карьерный рост может быть у человека, который закончил стоматологический институт? Если он хочет идти в хирургию, ортопедию, ортодонтию, это, конечно же, ординатура. Получение узкой специальности 2 года. А если ему нравится заниматься терапией в целом, он может и не идти в ординатуру, и если у него нашелся как бы работодатель, который готов его взять без ординатуры, замечательно. То есть может спокойно работать. А в целом карьерный рост — это специализация на какой-то узкой какой-то специальности, если можно так сказать. То есть это, например, микроскописты, которые работают только за микроскопом, извлекают инструменты из зубов. Как бы карьерный рост может быть и в практической медицине, а может быть это лекторы, которые ведут курсы. В стоматологии это очень популярно, именно курсы. Что значит реставрация? Реставрация — красивая пломба, грубо говоря, которая не отличается от своего зуба. На передних зубах красивые пломбы можно поставить, которые тоже не отличаются от своих зубов. Разве не любой специалист может сделать красивую пломбу? Не любой. Для этого нужно учиться. На это нужно учиться, оттачивать свои навыки. Дополнительные курсы и тому подобное. А какая самая сложная специализация в стоматологии? В каждой есть свои сложности. На самом деле в имплантации свои сложности огромные, в ортопедии большие сложности. В детской стоматологии, мне кажется, детская стоматология — это одна большая сложность. Я никогда не могу работать. Это из-за чего? Работа с детьми, она очень сложная. Я вот не могу работать с детьми. Как бы в целом я никогда не хотела работать с детьми. Это невыносимый труд для меня. Мне проще работать со взрослыми пациентами. А есть детские врачи, которые говорят: нет, только не взрослые пациенты, я буду лечить малышек. Они кричат, плачут. Да. То есть кто-то может найти подход. Мне жалко, я не могу. Мне было бы тяжело. Я не пробовала, но мне было бы тяжело. Ну, сейчас, мне кажется, очень сильно эволюционировала стоматология в наше время, и очень много приборов новых появилось, то, что клиники начали красиво оборудовать. Потому что я помню историю, в детстве меня водили к стоматологу. Это вообще сущий ад, там просто стоит женщина такая злая, угрюмая, смотрит на меня, на мои зубы, начинает их сверлить, просто, ну, вот, как молочные бывает, выдирает прям этими клещами страшными. Это невероятно было просто. Сейчас я захожу в клинику, вот даже вот у тебя был, очень красиво, вообще супер, шикарно. Это такая
присаживайтесь, пожалуйста, вот сюда, сюда, вот сплевывать сюда, все супер, так вот прям очень уютно. Вот это связано именно с тем, что оборудование новое появилось, и специализация квалификации тоже изменилась. На самом деле сейчас стоматология — это просто огромный скачок в развитии, что у многих клиник даже есть адаптации пациентов, чтобы он пришел, ну вот даже на консультацию, проконсультировался, посмотрел на обстановку, понюхал запах. И для многих это тоже большой триггер. Вот. То есть познакомился с врачом и тогда принял решение, буду я лечиться или нет. То есть в целом, когда у пациента огромный страх, и таких очень много, как бы я предлагаю, сначала мы проводим осмотр, а потом мы, допустим, занимаемся каким-нибудь несложным лечением, которое, допустим, займет, ну, там, минут 40-30. То есть какой-то маленький кариес, чтобы пациент адаптировался, чтобы понял, что все это не так страшно, а потом уже мы приступили бы к какому-то сложному лечению, которое займет большое количество времени. Пациенту так будет легче, он привыкнет к обстановке. Потому что если мы сразу начнем с чего-то сложного, то есть ему и так страшно, а тут еще 1,5 часа с открытым ртом сидеть. Ну, это тоже как-то... Ну да, конечно. Да, поэтому я предлагаю с чего-то такого полегче, попроще начать, чтобы пациент адаптировался. У меня были пациенты, которые просили плейлист, их включить. Я говорю, да без проблем вообще. Серьезно? Да, да. То есть вы можете быть с наушниками, с аудиокнигой, если вас это как бы успокаивает, либо просто у нас в кабинете играет музыка. Я включу любую, какую нравится. Кто-то просил Рамштайн, пожалуйста, можно, пожалуйста, Рамштайн. Без проблем. То есть я включу что угодно. Я вообще меломан, и мне под любую музыку комфортно работать. Король и Шут. Замечательно. Очень нравится. Включим. Релакс FM. Хорошо. Включим. То есть, когда громкий этап работы проходит, мы занимаемся, то есть, бесшумной особой работой. Там ставим пломбочку, делаем реставрацию. Там копаемся в каналах. Любую музыку. Аудиокнигу, пожалуйста. Все для комфорта. Вам, чтобы не плакали. Мне кажется, молодые специалисты очень лояльны к этому, а вот старое поколение, оно уже не позволило бы так делать. Да и почему? Мне кажется, это все зависит от человека. Потому что есть и молодые врачи, которые в целом возиться не хотят, а есть и врачи достаточно возрастные, которые очень душевные люди, которые настолько сильно располагают к себе, что к ним на прием как на праздник. То есть оно такое есть. Это зависит от человека, не от поколения. Ну и к добрым людям тянутся люди, и такие люди добиваются успехов. Вот. Я надеюсь, что это действительно так. Ты добьешься больших успехов. Я в это искренне верю. Спасибо. Оборудование сильно поменялось? Очень. Прям кардинально за последние несколько лет. Кардинально, очень сильно сейчас стоматология — это просто что-то космическое на самом деле, потому что доктора в основном сейчас работают с оптикой, с увеличением. Это бинокуляры, это микроскопы дентальные, если это идет лечение корневых каналов, имплантация, ортопедия, хирургия, оно идет с увеличением. Это замечательно, потому что доктора видят многократно увеличение и могут что-то... Они не упускают то, что пусть человек без увеличения. Я скажу так. Почему раньше этого не было? Технологии. Дошли технологии до этого. Так, линзы, лупа есть же, всегда. Они же давно существовали, их давно придумали. Ну, здесь уже идет не только увеличение. Там идет освещение дополнительное на этих бинокулярах, микроскопах и тому подобное. Все-таки стоматология к этому пришла, что надо работать под увеличением, и это замечательно. Я очень люблю работать с бинокулярами, которые увеличивают в комфортном для меня, так сказать, увеличение. Угу. С микроскопом тоже работаю, но реже. Как думаешь, что в будущем будет с стоматологией вообще? Не могу представить на самом деле, что будет. Сейчас стоматология — это просто огромный скачок, что многие пациенты в шоке, что зубы мудрости, кстати, которые вот кто-то готов удалить, их можно пересадить на место разрушенного зуба. Трансплантация. Это трудная операция? Я не скажу, что вот пациент пришел, у меня вот разрушен зуб достаточно сильно. В целом он идет под удалением. Я хочу поставить имплант, а у него замечательный зуб мудрости прорезался. Удаляем зуб мудрости, удаляем разрушенный зуб, ставим 8 на место, там как раз 6 разрушенной. Она приживается, удаляем из нее нервы, чтобы оно там не инфицировалось, и зуб стоит.
и все прекрасно. Что-то просто звучит вообще, Да. на самом деле. Ладно. Ну, такое тоже делается. А что такое профессиональная чистка зубов? Мы разделяем два понятия. Есть индивидуальная чистка, когда дома пациент сам ухаживает за своими зубками. Профессиональная, когда пациент приходит в клинику, доктор ему проводит чистку, то есть удаляет камушки ультразвуком, пескоструем, это Airflow, проводит полировку, удаление всех пигментаций, вот этого вот цветного налета, полировочку зубов, ну, в целом будет профилактика, ремотерапия, там, покрытие лаком или специальными гелями. То есть идеально самостоятельно зубы мы все-таки не вычистим. Будет образование камня, между зубами будет скапливаться налет, все это будет. И профессиональная гигиена, она уберет всю инфекцию, грубо говоря, инфекцию, которая есть во рту. Зубное отложение проведет полировочку, это и для зубов хорошо, и для десен замечательно. А пескоструй — это прям полный рот песка набираем потом? Нет, мы все собираем. Пылесос, свиносос, все это есть. А, вот свиносос, да, я помню, ты рассказывала про это. Был у тебя на приеме как раз-таки с свинососом так прикольно, это все забирает вообще. Да. Да, очень прикольно. А, кстати, вот камни зубные, как они появляются? Это просто, получается, слой налета, который вот наслаивается друг на друга, и вот это получается камень? Затвердевает, да. То есть это тоже действие микрофлоры. Все-таки у нас в слюне тоже есть минералы, кальций, фосфаты и тому подобное, которые просто смешиваются с налетом, и налет затвердевает. И начинает отдавливать десну. То есть, когда мы убираем камни, на десне прям такие приличные ранки остаются, как пролежни, которые камень отдавил. Потому что камень, он никуда не денется. Кто-то пытается его ковырять дома. Настоятельно не рекомендую. А его невозможно вычистить щеткой? Нет. Ирригатором тоже? Нет. Это прям вот как камень. Как известь, он достаточно прочный. То есть самостоятельно его не вычистить. Но если вычистить, то большой риск повредить свою эмаль. Все-таки эмаль, хоть она и прочная, она достаточно хрупкая. Но профессиональная чистка помогает с этим? Да, конечно, она все это убирает. И как часто нужно ходить на профессиональную чистку? А со здоровыми тканями пародонта, то есть когда у нас десна здоровые, когда у нас нет каких-то таких глобальных проблем, раз в полгода. Как профилактический осмотр. То есть у нас профилактический осмотр и профилактическая чистка. А вот щетка нужно чистить с твердыми щетинками или с мягкими? Вообще современная стоматология сейчас уходит на мягкие щетки, но очень густые. То есть более 3,5-4 тысяч щетинок. То есть Как это понять? На ней написано. А, точно. Да, на ней написано. А пасту какую использовать? Можно вообще без пасты чистить? Как бы можно, но какой с этого толк? Вычищать налет чисто. Все-таки пасты у нас обладают антибактериальным эффектом, в первую очередь. И в пасте содержится кальций, фтор, минералы, которые укрепляют эмаль. То есть у нас пасты, гигиенических паст, которые только убирают налет, их нету сейчас. Они все идут лечебно-профилактические. А я слышал то, что пасты со фтором не очень полезны. Это правда? У паст с фтором есть определенные противопоказания, когда у пациентов чрезмерное содержание фтора в эмали, заболевание называется флюороз. Его может поставить только врач. То есть, когда формировались зубки, пациент пил воду с повышенным содержанием фтора, и эмаль сформировалась с такими пятнышками, с ямочками, бывает полное отсутствие эмали даже в таких случаях. Это определенные эндемичные зоны, то есть где водоисточник с большим содержанием фтора. И когда формируются такие зубки, то, естественно, фтор противопоказан. Но когда зубы здоровые и эмаль в целом без порока развития, фтор не противопоказан. Но это может определить только врач. А как правильно выбрать зубную пасту? Это нужно к специалисту идти? По-хорошему, да. Потому что ситуации во рту бывают разные. Бывает повышенная чувствительность у зубов, бывает стираемость эмали, бывает большое содержание кариеса, то есть нам нужна профилактика, воспаление десен, аллергия, бывает что угодно. И все-таки врач подбирает пасту индивидуально. Рекомендует. Что, если я не буду чистить зубы полгода? Беда. Вообще вариант. Беда. Насколько плохо? Ну, я действительно видела таких пациентов, у которых зубная щетка только на Новый год и на день рождения, походу. Потому что, то есть, а какой смысл? А зачем? Я же все равно поем, они все равно испачкаются. Но картина действительно такая плачевная, потому что у молодых людей уже начинается пародонтит, когда уходит костная ткань, и зубы становятся подвижные. То есть молодому человеку, условно, нет 30 лет, а зубы подвижные. То есть жалко.
Что, шатаются? Да, жалко. Ничего себе. Жалко зубы. Причем зубы при этом могут быть здоровые, хорошие, красивые белые зубы, но им не за что держаться, потому что вся инфекция, весь налет, они просто продавили ткани пародонта. И что, их удалять? они в перспективе, если все так продолжится, они выпадут сами. А такое бывает вообще? Ну, это реальный случай, да? Да, это реальный случай с практики. Ничего себе. Я вот слышал то, что дети часто пренебрегают чисткой зубов. Ну, на короткий период я так понимаю, что это, ну, ничего страшного. Там, если 3 дня не почистил, неделю. Уже через дня 3 уже будет гингивит, воспаление десны. Уже через 3 дня оно будет. И начнет кровоточить. Да? Но если нет возможности, то ничего страшного. То есть 1 раз можно не почистить. Ну, как бы последствия у всех будут разные. Опять же, все про устойчивость, все про резистентность. У кого-то вызовет, а у кого-то нет. Мы все индивидуальны, мы все разные. Как многие пациенты говорят, вот мой дед там 100 лет прожил, зубы никогда не чистил, умер со всеми зубами. Замечательно. Но это не ваша история. Генетика больше решает, да, здесь? Генетика на самом деле, я думаю, что 20%. Образ жизни, продукты, которые мы едим, препараты, которые мы принимаем. А лекарства как влияют на это? Ну, те же самые антибиотики. Вот говорят, что вот мой дед 100 лет прожил, зубы были все свои. А теперь подумайте, какая была экология тогда, когда жил этот дед, когда зубы у него формировались, какую еду он ел, принимал ли он антибиотики. Не думаю, что их еще там в таком широком спектре не было. Поэтому... Насколько правильно чистить зубы зубочистками и зубными нитями? Зубочистки — это просто зло. Почему? Потому что они острые, и ими очень легко травмироваться. А зубная ниточка — это хорошо. Просто нужно правильно ей пользоваться. Правильную технику, опять же. А где ее посмотреть, найти? Где угодно, интернет. То есть на приеме у врача я с ниточками тоже с пациентами занимаюсь. Приходит пациент, и ты показываешь ему, как Да. правильно чистить зубы ниткой. Да. То есть приходят Офигенно. иногда пациенты, которые говорят, ну, на осмотр, профилактический осмотр, на консультацию, там, хочу посмотреть, что у меня во рту, там, доктор. Он открывает рот, у него куча налета, говорит, что я вот зубы чищу и тому подобное. Есть у нас одноразовые щеточки, я даю ему в руки, говорю, показываем, как чистим. Он показывает. И я прямо на приеме, прямо в кресле начинаю его же рукой чистить ему зубы. Ниточку оторву, ниточки у нас есть, оторву ниточку, покажу, как нужно. Делаем профессиональную гигиену. На следующий прием, когда он приходит лечиться, я подкорректирую, я снова возьму одноразовую щетку, снова дам ему в руки, говорю, показывайте, чему научились. Снова показывай. И вот такие приемы на самом деле очень хорошо работают, потому что многие пациенты такие, блин, стыдно. Стыдно приходить, и я буду стараться лечиться. Работа мечты у тебя вообще. Да. Ну, кстати, я вот зубочисткой иногда пользуюсь, но я не травмирую десна. Я вот чисто вот зубы иногда бывает, шаурма застряла в зубах, ее почистить. Лаваш этот. Вот. Ну, это, если я прям, не задеваю десна, то нормально можно? Это ты думаешь, что не задеваешь. Я не задеваю. А я посмотрю, скажу, что задеваешь. Поэтому легко травмироваться. Тем более они деревянные. Дерево, оно быстро инфицируется. Микро вот эти вот занозы. Зачем? А пластиковые? Пластиковые, они все-таки, они получше. Они лучше, чем деревянные. Это не так экологично, но они более безопасные все-таки. Но я все-таки за зубную ниточку, за ирригатор. Как Есть вы даже карманные ирригаторы. Да? Да, они маленькие, они вообще маленькие, они даже раскладываются, и они уместятся практически в любую сумку. Тут даже нужна вода. Это где ее набирать? На колодце, что ли? На колодке? Где? А что, воду где-то тяжело в городе найти? Не найдешь по улице. Решил почистить зубы. Такой, где взять воду? Ну, вот пациент, который ходит с брекет-системами, часто покупает себе карманные ирригаторы. На работе, на учебе, в кафе. Покушал, зашел в туалет, промыл. А за брекетом тяжело ухаживать? Вообще, опять же, все в технике, все в желании. Потому что бывает такое, что ортодонт выполнил свою работу на 100%. Прикус прекрасный, положение зубов прекрасное, все замечательно. Снимают брекеты, зубы просто все в кариесе, десна воспаленные и тому подобное. И пациенту нужно большое количество времени и денег все свои зубы восстановить. То есть обвиняют в этом ортодонта, но вины ортодонта нет.
То есть это просто пациент не ухаживал за своими зубами, и они от этого испортились. Все настолько банально на самом деле. Ну да, уход самый важный, как ты и говорила. Да? А ополаскиватели для рта? Люди, которые носят брекеты, они чаще их используют, получается? Они просто используют больше средств и больше предметов. То есть пасты для брекетов особенные, они лучше пенятся. Щетки для брекетов особенные. Ёршики для брекетов нужны. То есть прочищать со всех сторон. Это чисто навык, который нужно наработать. И все. Но обычно человек столько не нужно ничего. Да? Нет. Куча оборудования всякого. А ополаскиватели для рта нужны? В целом, на постоянную основу не рекомендую пользоваться, потому что все-таки в них находятся антисептики. Полоскание антисептиками на постоянной основе может вызвать дисбактериоз полости рта. У нас во рту есть своя микрофлора, и она достаточно устойчивая. Если у нас нет никаких проявлений, она находится в состоянии такого стойкого баланса. Если мы начинаем извне полоскать ополаскивателями, которые содержат большое количество антисептиков, можно вызвать дисбактериоз. То есть сухость, грибок, стоматит и тому подобное. Зачем нам это надо? Пару раз в неделю будет достаточно. На упаковке, конечно, скажут ежедневно, постоянно покупайте больше. Если у меня после ополаскивателя для рта или зубной пасты начинают болеть зубы, когда я что-то ем, например, яблоко. У меня вот часто бывает такое. Значит, паста достаточно абразивная. То есть она достаточно агрессивная. Скорее всего, на ней написано, что она отбеливающая. Скорее всего. Угу. Это из-за чего происходит? У нас в пасте находится абразив. Порошочек, который механически очищает нашу эмаль. Чем агрессивнее паста, тем крупнее там вот этот абразив. Отбеливающие пасты, они не отбеливают. Они очищают пигментированный налет. За счет этого абразива. Просто достаточно абразивная паста, она вызывает чувствительность. Зубы почистил, больно пить. Бывает такое, что кто-то почистит настолько абразивной пасты, что больно даже дышать. Бывает такое. Угу. Расскажи про запах изо рта, откуда он берется. Все от гигиены. В первую очередь, моя любимая тема. Все от гигиены. Ну и гастриты, заболевания поджелудочной железы тоже туда пойдет. Запах ацетона изо рта, сахарный диабет. Из-за запаха можно даже определить заболевание. А раньше в медицине в целом так и делали. Все на запах. А жвачкой можно ее исправить? Просто замаскируешь. Надо же искать причину. Нужно сначала определить причину, потом уже идти к врачу, к специалисту, который это решит. Да. Здесь на самом деле дело все в эволюции, потому что с каждым годом пища, которую мы потребляем, становится все мягче и мягче. Это на самом деле заметно, потому что если посмотреть тенденцию подростков сейчас, у многих неправильный прикус даже из-за этого, потому что они с самого детства не хотят жевать. Пюрешки какие-то, что-нибудь такое мягенькое, вкусненькое, то есть овощи, фрукты и какую-то жесткую пищу не пережевывают. Следовательно, челюсть становится маленькая, а зачатки зубов есть. Им просто некуда деваться, и они начинают прорезываться в разные стороны, куда им удобно. Поэтому зубы мудрости удаляют, когда они прорезываются неправильно. Либо подготовка к брекетам. Когда, опять же, места нету, куда зубы раздвигать, зубы мудрости удаляются. Часто они растут криво? Да. Опять же, у молодых людей, у нашего поколения, у поколения младше, они чаще всего растут криво. Не всегда, но чаще. Мне повезло, кстати, у меня нормальный прикус. Да. Конечно, это хорошо. И зубы мудрости тоже нормально растут. Вот. Поэтому, конечно, вообще балдеж. Поэтому нет смысла их удалять. Если они хорошие, удалять не нужно. Но это преимущество. Я могу больше пищи за раз пережевывать. На самом деле зубы мудрости не берут на себя основную жевательную нагрузку. Она все-таки заканчивается у нас шестерочками. То есть зубы мудрости они 8, основная нагрузка идет на шестерки. Потом на семерки. На 8 почти она не идет. Но опять же, все зависит от червестей, но исследования, которые проводились, говорят, что основная жевательная нагрузка — это шестерки. Поэтому всегда мы боремся за шестерки в первую очередь. И они больше изнашиваются, да, со временем? Они больше изнашиваются не потому, что на них идет больше нагрузки. Это первые постоянные зубы, которые у нас прорезываются. Это шестерки. Алина, у меня есть знакомые, у которых удалены 3 шестерки из 4. Вот. Такое бывает вообще? Что ей делать? Бывает все. Протезироваться, на самом деле, как можно быстрее, потому что
есть такая вещь, которая называется феномен Попова-Гадона. Когда у нас отсутствует какой-то зуб, другие зубы не получают должной опоры. Зубы-антагонисты, которые находятся там сверху, они находятся не в контакте. И они просто начинают деформироваться, зубные ряды. То есть зубки наклоняются, верхние зубы, если нет нижнего, опускаются вниз. И когда уже произошла деформация зубных рядов, протезироваться достаточно сложно. И все в первую очередь идет через ортодонтию. То есть брекетами формируется место, и тогда уже протезируется. То есть это либо имплантация, либо мосты. А чем отличается ортодонт от ортопеда? Ортодонт – это тот, кто ставит брекеты. Ортопед – кто занимается протезированием коронки, виниры, протезы съемные. Расскажи про брекеты. Что это такое, зачем они нужны? И как вот человеку после того, как он использовал брекеты, дальше жить? Спокойно, я же живу. А нужно вот эту штуку ставить на ночь, капу и железяк такую под зубами? Да, ретейнер. Ну, в целом, да, потому что если не носить капы, если не ставить ретейнеры, то зубы просто вернутся в прежнее положение. То есть кость, она все-таки мягкая достаточно, и зубы могут просто вернуться назад. Такое бывает. Сколько это занимает времени? Вообще вопрос спорный, потому что каждый ортодонт говорит по-разному. Ретенционный период – это время, когда нужно носить ретейнеры, вот эти вот железячечки, как ты сказал, а вдвое больше времени ортодонтического лечения. То есть человек носил 4 года брекеты, 8 лет ему носить ретейнеры, а кто-то рекомендует все-таки оставить их пожизненно. Это лучше, чем зубы потом разъедутся. Ну да, точно. Кстати, да. И брекеты, расскажи, как они ставятся, для чего нужны? Чтобы выровнять прикус, да, основная задача? В целом, как я сказала, частичные брекет-системы ставятся при феномене Попова-Гадона, когда зубы начинают разъезжаться из-за отсутствия какого-либо зуба. Чтобы поставить их на место для дальнейшего протезирования, ставят частичные брекет-системы, либо полные на все зубы. Но опять же, смотря какую цель мы преследуем. Кто-то преследует эстетику, а у кого-то щелкают суставы, которые нужно, так сказать, ввести в правильное положение, и это тоже решается через ортодонтию. Потому что неправильное положение зубов друг по отношению к другу, получается неправильное отношение челюстей, неправильная нагрузка на височно-нижний челюстной сустав. И от этого могут быть даже мигрени. То есть все настолько завязано. Реально, очень большая взаимосвязь всего. Здесь. Моя бабушка клала зубы на полку. Это зачем она делала вообще? Смотря какие. У нее такие были, она их клала в стакан с водой, и они двигались. Вот, я не знаю зачем. Возможно, это были съемные протезы. То есть у нее вообще не было зубов, она не смотрела. Возможно. Я туда не заглядывал. Некоторые бабушки, у которых съемные протезы, которые лежат в больницах, у них специальный мешочек, они в этот мешочек на шею складывают зубы, чтобы соседка не украла по палате. Такое я тоже видела. Жесть какая-то. Да, зубов либо в карман, либо в мешочек на шею, чтобы соседка ночью не украла, денег стоит дорого. Слушай, это как капа получается, да? Этот протез напоминает очень. Нет, все-таки не как капа, потому что челюсти все-таки беззубые. И на верхней челюсти там полностью перекрывающее небо. То есть они по форме, они другие. По составу, по цвету они другие. Алина, стоит ли в 2025 году бояться стоматологов? В целом нет. Что я могу еще ответить? На самом деле просто важно найти своего врача. Потому что люди все разные. И кто-то не пойдет к врачу, потому что не хочет идти к мужчине. А кто-то не пойдет, потому что не хочет идти к женщине. Кто-то не пойдет к молодому специалисту, а кто-то, наоборот, не пойдет к специалисту старше 40 лет. Как-то доверие не вызывает. Внешний врач не понравился, к нему тоже не пойдут. Просто надо найти своего специалиста, с которым будет комфортно, с которым будет приятно, который будет соответствовать каким-то критериям. Потому что у каждого из нас есть какие-то критерии. То есть подбора врача себе, друга себе, человека себе. То есть оно все индивидуально. Какие критерии нужно знать, чтобы понять, что специалист тебе подходит? В целом, чтобы это понять, лучше прийти на консультацию, на осмотр, поговорить с врачом. То есть задать какие-то вопросы, сможет ли специалист ответить на эти вопросы и вообще рассказать про дальнейшее лечение.
Бывает такое, что специалист очень грамотный, но он неприятен как человек. Тоже такое бывает. Это все через консультацию. Сходите на консультацию, поговорите с доктором, что он вам скажет, что он вам расскажет. Ты хотела бы открыть свою клинику? Возможно, но, естественно, не сейчас. Возможно, когда мне будет за 40, я к этому приду, но я думаю, что пока нет. Это все-таки огромное вложение, большая ответственность, и ведь ты не всегда найдешь людей, которые будут соответствовать твоим требованиям. Ты можешь вложиться, но начнешь работать с людьми, которые просто все испортят. Самостоятельно одному ты это точно не сделаешь. Ну и нужен огромный опыт работы в этой сфере, да? Конечно. Что ты все понимаешь. Мне думать это слишком рано. Ну да. Сейчас ты пока просто развиваешься в этом, да? Пока да. Мы развиваемся всю жизнь, мы учимся всю жизнь. Ну, конечно. Да. Ты читаешь литературу? Да, постоянно. Угу. Это иностранные источники, это наши какие-то статьи, телеграм-каналы. Это просто святое, когда врачи делятся опытом, рассказывают о интересных клинических случаях, в особенности по заболеваниям слизистых. Я очень люблю заболевания слизистых. С этим мало кто работает, но мне просто это очень интересно. Какие, например, заболевания есть? Очень много пациентов, которых я веду с красным плоским лишаем. Аутоиммунное заболевание, которое может перейти в предрак. Много. Ничего себе. Много. Лейкоплакии, предраки, хронические травмы, афтозные стоматиты. Много. Герпетический стоматит приходит, герпес тоже очень много. Я слышал то, что герпес, он есть у всех, и что его можно вылечить, просто добавив в пищу больше белка. Герпес вылечить до конца невозможно. Инфицирование происходит однократно. Вирус попадает в нервные узлы и живет там пожизненно с человеком. Сколько человек живет, столько там вирус и живет. Любое снижение иммунитета, стресс, переохлаждение, поболел человек, провоцирует выход вируса наружу в виде вот этих вот болячек. Часто зимой возникает, да? Да, потому что переохлаждение, снижение местного иммунитета идет. Бывает такое, что герпес возникает на стрессе, а на сильном стрессе возникает сильный герпес. Это все оно не настолько сложно. Все очень банально. Поболел, вылез герпес, но до конца его вылечить нельзя. Мы можем снизить вирусную нагрузку. То есть приемом противовирусных, противогерпетических именно препаратов мы снизим вирусную нагрузку. Но до конца мы его не вылечим, потому что он живет в нервных узлах. Мы просто снизим вирусную нагрузку, он назад уйдет в нервные ганглии и будет там сидеть до следующего обострения. У кого-то раз в год, у кого-то раз в месяц, у кого-то раз в 3 месяца. Оно все индивидуально. И он может быть не только во рту. Орофациальный герпес, он может быть и на носу, и на щеках, и на глазах, не дай бог. Очень тяжелые осложнения идут. Пожизненно. Пожизненно, да. 99% людей носят герпес в себе. А у кого-то есть резистентность, у кого никогда он не возникал. Она генетическая, просто вирус не воспринимает человека как свой объект. Он его просто не видит. Такое бывает. А как он передается? Воздушно-капельно и однократно. Однократно человек заразился, все, это пожизненное носительство. То есть почти все на планете болеют им? 99%. Очень мало людей, или 95%. Очень мало людей резистентны к нему, но такие есть. То есть, которые устойчивы. Вирус просто их не видит. Достаточно просто мазать, наверное, мазью, да, какой-то, и он пройдется через несколько дней? На самом деле, современные исследования доказали, что местно мазать ацикловир не особо есть толк. Он просто снизит как болезненный симптом. То есть то, что вот оно чешется, что оно болит, что оно оттекает. Но вирусную нагрузку оно не снимет. В целом оно пройдет само по себе. Можно помазать мазью, если это беспокоит, но оно снимет симптом, но не вирусную нагрузку. Если, конечно, это тяжелые герпетические проявления, то, конечно же, это прием препаратов внутрь. Но только по назначению врача. Потому что дозировку рассчитывает врач. А поцелуем он передается? Да. То есть, даже если у человека есть этот вирус, но он все равно может заболеть? Нет, если вот он есть, и человек поцелует, человек, у которого он тоже есть в нервных ганглиях, то он не факт, что проявится. Иначе он бы уже проявился. Ну да. Звучит очень логично. Да, все на самом деле очень просто, очень логично. А как ты считаешь, отличие российской медицины от западной
существенны? Я там не была, к сожалению, поэтому... Ты же изучаешь информацию. Я изучаю информацию в плане последних научных исследований в основном по слизистым, конечно. Но я знаю, что эстетическая стоматология в России одна из самых сильных. Потому что то же самое, как бьюти-сфера. У нас самый лучший парикмахер, самые лучшие ноготочки, и у нас самая лучшая стоматология в плане эстетики. Потому что я знаю, что к нам во Владимир даже приезжали из Америки к нашим врачам, чтобы поставить себе виниры. Ого, вот это уровень. Да, Круто. в Москву приезжают так сильно из-за границы чисто ради зубов, потому что у нас все-таки в России любят эстетику и натуральность. На Западе больше любят такие белые, унитазные, некрасивые зубы. Оно такое есть. У нас все-таки очень натурально, эстетично делают. Очень красивая работа. Здорово. Но, кстати, на Западе, мне кажется, очень много научных исследований. Гораздо больше, чем у нас в СНГ. Ну, в целом, думаю, что да. Но мы активно развиваемся, я скажу так. Откуда везут оборудование у нас для стоматологии? Из Европы или из Запада? Разные направления стоматологии, разное оборудование, разные производители. Я знаю, что пломбировочный материал хороший японский. Я работаю японским материалом. Я люблю японский материал. Есть корейские материалы хорошие. Кто-то любит, наоборот, европейских производителей, кто-то американских производителей. Просто из-за санкций, естественно, у нас все этого меньше, и мы ищем какую-то альтернативу. И в целом оборудование наше стало развиваться все-таки. А сильно поменялась ситуация как раз-таки после ситуации в феврале 2022 года? В целом по материалам, да. Потому что большинство было импортного, да? Да, да. В чем отличие световых пломб от обычных, те, которые делают бесплатно? В первую очередь это эстетика. Пломба, которая химическая, она не такая красивая, она не такая прочная, и она тебе не даст ту форму, которую ты хочешь, потому что она застывает. Ей нужно время для того, чтобы застыть. А пломба, которая световая, ты ей можешь дать любую форму, любое направление, и она застынет, и она будет держаться. По цвету, естественно, ограничение цветов у пломб, которые химические, которые замешиваются. У светового композита, конечно, намного шире цветовой спектр. То есть определяется не только цвет. То есть светлый, темный. Желтые, голубоватые оттенки, более коричневые оттенки. Прозрачность определяется тоже. Более плотные, более прозрачные, более эмалевые. То есть большой спектр. Прочность. Световые пломбы, они прочнее. То есть, естественно, химические пломбы, они уступают очень сильно. Но их предоставляют в системе ОМС. На жевательные зубы, то есть их ставят спокойно. На передние зубы, конечно, Они отваливаются? Они не такие прочные. Да, они отваливаются. Как часто вообще есть ситуации, когда пломбы вылетают? Ну, опять же, смотря почему они вылетают. А бывает, вылетают пломбы, потому что они не выдерживают нагрузку, на которых на них дали. То есть вопрос решать надо ортопедии. Коронкой или виниром. Кариес под пломбой тоже может быть такое. А неправильно созданный контактный пункт. Контакты между зубами недостаточно прочные, недостаточно правильные. То есть пломба выпала. То есть факторов очень много, почему пломба может выпасть. А вот смотри, я прихожу к специалисту. Он мне предлагает выбор пломб. Какую мне выбрать? Какой вообще выбор он предоставляет? Смотря в какую организацию ты пришел. Потому что если есть выбор между световым композитом и композитом химического отвержения, конечно, лучше выбирать световой. Это будет красивее, это будет прочнее, эстетичнее. Все факторы выигрывают, абсолютно. Но он платный. То есть система ОМС – это композит химического отвержения. Потому что не у всех пациентов есть финансы ставить платные пломбы. То есть есть же люди, которым действительно нужно оказывать стоматологическую помощь, но они не располагают финансами. И это нормально, то есть все люди разные. И студенты те же самые, у которых нет денег на дорогую пломбу, пенсионеры, просто люди. Все разные. Поэтому если ставить химический композит, хорошо, что они его ставят, а не что-то другое, потому что нужно сохранять, что есть. Спасать как-то зубы, тем более, если они болят,
А если могут оказать стоматологическую помощь в системе ОМС бесплатно, а у человека нет возможности лечиться платно, почему бы не пойти бесплатно? Хотя бы сохранить, что есть. А уход за зубами в течение возраста меняется как-то или по-прежнему все остается вот с детства до 70-80 лет? С детства меняется, потому что зубы разные. Молочные зубы, постоянные зубы, переменные прикусы. Если мы берем ситуации, когда у пациента уже стоят с возрастом коронки, импланты, мосты, естественно, уход меняется. Но он подбирается индивидуально. Даже если съемные протезы, за съемными зубами тоже надо ухаживать. Потому что бывает, приходит с таким сильным воспалением на слизистой, когда вообще аж глаза на лоб лезут. Спрашиваешь, как ухаживаете, а зачем ухаживать, зубы не мои. То есть приходит с сильным инфицированием, сильным воспалением. То есть действительно уход меняется в зависимости от ситуации во рту. Что у нас во рту? Коронки, импланты, виниры, съемные протезы, молочные зубы. Он есть разный. Он подбирается индивидуально под пациента, врачом. А язык нужно чистить? Да. Какой стороной щетки? Скребком. Есть специальные скребки для чистки языка. Почему не щеткой? Можно щеткой, но скребки будут поэффективнее просто. А для чего это делать? Язык – это одно из самых инфицированных мест у нас во рту. Во-первых, потому что он шероховатый, у него есть складки, и туда скапливается все. Остатки пищи, слущенные эпителии. У нас эпителии во рту все-таки обновляются. Вся инфекция, все микроорганизмы в большом количестве за шероховатую поверхность. Его обязательно надо чистить. А правда то, что на языке у нас есть зоны, которые отвечают за вкусовые какие-то ощущения? Сладкое, соленое. Вкусовые сосочки. Ну и зоны есть, да? Определенные зоны какие-то. Или это миф? В каждой зоне есть определенное количество сосочков. Где-то их больше, где-то меньше, поэтому да. Мне кажется, на каждой работе есть что-нибудь такое трешовенькое. Расскажи какие-нибудь истории из твоей практики. Пациентов на самом деле очень много, и все люди разные, особенно в период осеннего обострения. Его никто не отменял. И весеннего обострения тоже его никто не отменял. Я перед тем, как пойти работать в практическую медицину, думала, что это миф про весеннее-осеннее обострение, но это оказалось действительно правдой. У меня приходила пациентка с прищепкой на носу, а очки были скотчем примотаны к голове. И она приходит, садится в кресло и говорит: у меня во рту есть 2 дырки. Одна хорошая, другая плохая. Хорошую я ковыряю, ее лечить не надо, а плохая, она мне не нравится, ее надо залечить. Я ничего не поняла и просто пролечила ей кариес. Через 15 минут она влетает в кабинет в шапке, вот со своим скотчем в очках и говорит: вы зачем мне залечили дырку, которую я ковыряла? Я пойду жалобу напишу на вас. Ужас какой. То есть я хорошую дырку ей заделала, как она говорила. Приходил пациент, и у него действительно диагноз отягощен, так сказать, психиатрический. Он думал, что у нас приказ от министерства, чтобы население сократить. Он говорил, что у вас приказ, чтобы мы все старше 60 лет все умерли, поэтому вы делаете так, чтобы я умер. У вас приказ сверху население сократить. Такое тоже бывало. Какой ужас. А подарки тебе делали вообще? Какие-то интересные, необычные, за хорошую работу сделаны? Приходила пациентка, подарила мне мармелад на палочке. Это оказалось мыло. Я думаю, что многие с этим сталкивались. Вот я тогда столкнулась. Я была очень голодная и расстроенная после этого, когда у меня пошли пузыри изо рта. В целом, коллегам моим приносили, доктору, женщине принесли мужские кроссовки 43-го размера, одну палочку Твикс, потому что первую съела пациентку, а мне не понравилось. Доктор, пожалуйста, доешьте. Он по пути съел ее, да? Да. Семечки из кармана высыпят, принесут. Тоже такое бывает. Уже с медсестрами говорим: скоро трусы принесут ношеные. Только такого не приносили. Обожженное белье там какое-нибудь. Приносили эротическую сорочку у нас доктора, мы приносили, да, 42-го размера, доктор нового размера 56-го, такая теми женщин приносили. Какой-то вообще. Да, поэтому приносят абсолютно разное. Мне на Новый год принесли прыгающую змею, игрушку.
Ну, спиралью, которая такая? Да. Посадили мне ее на руки и нажали кнопочку, она у меня начала кричать и прыгать. Я, конечно, очень перепугалась, я была в шоке. Вот такого мне еще не приносили. Я думаю, вам конфеты приносят, коньяк там. Бабаевские горькие — это просто... Мы балдеем от этой прикормки. Вот, а так... Врачу, да, приносят конфеты. Ну, коньяк мне не носят. Почему? Потому что не пьешь? Коньяк больше носят мужчинам. Нам все-таки носят цветы, конфеты. Прям Бабаев. бывало цветы. Да, да, мне носят цветы. Мне очень приятно. Люблю, когда мне дарят цветы. Какой самый большой твой букет был? Ну, я не вспомню. Ну, приносят такие вот какие-то такие букетики красивенькие. Ну, по-разному. Конфеты, сладости приносят. Клубник в шоколаде. А с тобой мужчины знакомятся там? Да. Часто? Ну, бывает. Женихаются. Женихаются. Прикольно. Там мужчин за 40 бывает, да, подходит? Здрасте. Хотела с вами познакомиться. Да, да, такое тоже бывает. С какой? Доктор такая красивая, молоденькая. Я говорю, увы, не для вас. Слушай, а во время студенчества у тебя были какие-то прям такие смешные истории, может, какие-то интересные? Ты где жила, в общежитии или... Я жила в своей? общежитии, да. Я жила... Вот. Там должны были быть истории супер крутые какие-нибудь. Я думаю, что это не для эфира, не для разговора здесь, но у меня одногруппник на практике потерял бабушку. Он ее... Нас отправили медсестрами, медбратьями в госпиталь, и он вез бабушку на МРТ, убежал в туалет, выходит, бабушки нет. И по поликлинике, по больнице, по госпиталю бегал, искал бабушку. Я потерял бабку на инвалидной коляске. Я не знаю, куда она укатилась. Бегал такой, где бабка? Потерял бабку. Ну, такое тоже было. Да. Да, много случаев было, я просто на самом деле, не вспомню всех. А на ком вы практикуетесь во время учебы? Друг на друге. Либо на практику отправляют. Куда? Ну, В госполиклинике. а. Отправляют на практику. Ну и вы все делаете под присмотром специалиста, да? Уже точно. Либо на удаленных зубах. Угу. Таких у меня коллекция. Да? Да. У тебя удаляли какие зубы? 8? 8, 6, то есть разрушенные зубы. Мы их оставляем себе иногда для опытов. Ну, так сказать, для оттачивания навыков. А зубная фея вас не забирает их? Нет, Почему? денег не хватит. Дорогие. Денег не хватит. Я понял. Жалеешь ли ты о выборе профессии? Нет. Не жалею и никогда не жалела. Потому что, наверное, я нашла то, что мне действительно нравится. Призвание такое. Да, что я действительно люблю. Я люблю своих пациентов. Я вкладываю в них просто все свои силы, всю свою душу на самом деле. Это очень круто. Алина, спасибо тебе огромное, что ты пришла на этот подкаст. Было безумно интересно. Я узнал для себя очень много нового. И спасибо огромное кофейне «Натура» за то, что нам предоставили такое замечательное место. Вот. Спасибо, что пригласил. Мне было очень приятно. Все.